этого выпуска немного поменяется формат видео на канале. По советам своих подписчиков, которые писали, что было бы хорошо, если я бы чаще появлялась в кадре. Теперь вы будете меня видеть намного чаще. Главное, чтобы вас не раздражало. Сегодня я вам покажу свое новое творение. У меня получился новый крем для выравнивания. По-моему, достаточно неплохой. И в этом видео будет рецепт и процесс приготовления. Начну с краткой характеристики этого крема. Крем получается очень вкусным, похож на мороженое пломбир. Себестоимость крема недорого. В-третьих, получается большая порция. Можно выровнять 2 торта диаметром 18 см и высотой 12 см. В-четвертых, крем получается практически белым, что позволит нам его окрасить в любой цвет. Ну что ж, начнем приготовление. Для этого крема нам понадобятся вот такие ингредиенты. В начале приготовления растопим шоколад. Я это делаю на паровой бане, на высоком сотейнике, так чтобы миска не касалась дном воды, и на умеренном огне, чтобы шоколад не перегрелся и не свернулся. Как только шоколад растопился, снимаем его с паровой бани и оставляем просто на столе. Вместо шоколада можно также использовать шоколадную глазурь хорошего качества. Теперь нам нужно взбить масло. Какое масло не имеет никакого значения. Можно брать самое дорогое, можно брать самое бюджетное. И, кстати, я здесь использую бюджетный вариант. Масло нам нужно взбить до посветления. Теперь эту порцию нужно разделить на 2 части. Одну часть оставляем, а вторую часть убираем в отдельную посуду. К одной части масла добавляем растопленный шоколад. И хорошенько вымешиваем миксером. Не взбиваем, а на слабых оборотах нам просто нужно его вымешать, чтобы масло и шоколад соединились. После этого сюда же добавляем патоку и также хорошенько вымешиваем миксером на слабых оборотах. Оставляем пока эту смесь просто в помещении. Переходим к следующему этапу. Соединяем в миске белки и сахар. Добавляем туда же щепотку лимонной кислоты и щепотку ванилина. Ставим белки с сахаром на паровую баню. Уже не отходим. Помешивая венчиком, нам нужно нагреть белок с сахаром до горячего состояния. И также нам нужно, чтобы сахар растворился в белках. И если вдруг белки уже слишком горячие, а сахар еще не растворился полностью, убираем с паровой бани и домешиваем на столе. Сахар должен в горячих белках все равно раствориться. Переливаем горячий белок с сахаром в чашу для взбивания планетарного миксера. И начинаем взбивать на максимальных оборотах 8-10 минут. У нас должна получиться очень плотная и густая меренга. Готовность можно определить еще и по температуре белка. Готовая взбитая меренга должна быть еле-еле теплая или уже комнатной температуры. Когда меренга готова, вы чувствуете, что она уже не горячая и хорошо взбилась. Теперь нам нужно поменять насадки. Насадку менять обязательно. Ставим вместо венчика насадку лопатка. Теперь поставим себе поближе взбитое масло, одну часть, и вторую часть взбитое масло с шоколадом. Включаем миксер на средние обороты и начинаем добавлять простое взбитое масло. Не очень большими порциями, но и не очень маленькими. Я где-то беру 2 столовых ложки. Интервал между добавлениями 5-10 секунд. Таким способом добавляем полностью все масло, пока оно не закончится. После того, как вы добавите все масло, может быть такое, что крем захочет уже как бы расслаивается, но мы ему не дадим. Берем вторую часть взбитого масла с шоколадом и продолжаем такими же порциями добавлять дальше.
Миксер продолжает работать на средних оборотах. После того, как мы все добавили, и оно немного перемешалось, останавливаем работу миксера и хорошенько соскребаем все лопаткой в середину чаши, так чтобы белки где-нибудь не остались, чтобы все хорошо соединилось. Включаем теперь миксер на полную мощность и взбиваем еще минутки 2-3. Все, после этого наш крем готов. Вот сразу после приготовления у него такая вот структура. Он немного воздушный, легкий, в то же время немного плотный. Если вам подходит такая плотность крема для выравнивания, спокойно можно его окрашивать и покрывать им торт или декорировать что-нибудь. Мне больше нравится работать с более плотными кремами, поэтому я его убираю еще в холодильник для охлаждения на 30-40 минут. После охлаждения крем выглядит немного по-другому. Он становится плотнее, более твердым. Вот я сейчас часть отбираю. Ее нужно будет окрасить. Если вы также решите охлаждать крем и работать уже с охлажденным, то перед работой обязательно его нужно вымешать. Либо миксером на слабых оборотах, либо вручную лопаткой. Так, чтобы немного выбить воздух. Все-таки после взбивания здесь много воздуха. А нам нужен для выравнивания крем более поплотнее и гладкий крем. Я его сначала немножко вымешаю, чтобы он стал более эластичным. И сейчас окрашу. Мне нужен салатовый цвет. Здесь для окрашивания я здесь использую яично-желтый гелевый краситель и зеленый также гелевый краситель. Этот крем можно окрашивать любыми красителями, водорастворимыми. То есть крем окрашивается любыми красителями. Вот так окрасился этот крем. И как видно на видео, что он после вымешивания миксером, структура немного поменялась. Он стал более эластичным и более гладким. Ну и сейчас посмотрим, как ведет себя этот крем при выравнивании. Я его наносила на охлажденный торт. Сначала нанесла черновой слой, чтобы потом крошки не попадали в крем. И сейчас выравниваю окончательно. В принципе, с ним не сложно работать, он нормально поддается выравниванию. Я бы не сказала, что он прям такой идеальный для выравнивания. Дефекты все равно остаются. Но в следующий раз попробую еще не охлажденным выровнять торт. Для сравнения, чтобы знать, что к чему. Во время процесса на холодном торте крем немного застывает, что-то похожее на ганаш. Но застывает не так быстро, как ганаш, и все равно остается более эластичным. Как я уже сказала, что этой порции хватит для 2 тортов диаметром 18 сантиметров и высотой 10-12 сантиметров. У меня по задумке должны на торте быть разводы. Мне не нужен однотонный цвет, поэтому не довела выравнивание до конца, а убрала торт немного в холодильник на 30 минут. И после этого прошлась теплым шпателем. У этого крема, как и у ганаша, есть такое свойство: цвет крема, окрашенный цвет крема меняется от перепада температуры. И вот мне нужны вот такие разводы по торту. В данном случае как раз с помощью теплого шпателя этого очень легко добиться. Ну и одновременно заглаживаю еще все остальные мелкие дефекты. Ну и в итоге у меня получилось вот такое покрытие, как раз то, что мне нужно. В следующем видео обязательно покажу, какой был дизайн у этого торта. Ну и еще немного о самом креме. И если оставить крем в просто помещении на 4-3 часа, я так понимаю, происходит тоже какая-то стабилизация. Структура крема становится
более эластичной, более гладкой, и все это способствует лучшему выравниванию для торта. В холодильнике покрытие из этого торта становится твердым, но его спокойно можно резать. Он не такой твердый, как ганаш. На этом креме можно спокойно рисовать, крепить декор, вафельные картинки, мастику, шоколад. То есть он к этому стабилен. При комнатной температуре хорошо сохраняет свою форму. Он спокойно подходит ко всем насадкам. К примеру, как насадка травка или тюльпан. Ну что ж, вроде бы все. Если что-то пропустила, пишите, пожалуйста, в комментариях. Напоминаю, что вся нужная информация будет также в описании под видео. Говорю всем пока, всего хорошего, до следующего выпуска.